Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня мы с вами рассмотрим, как вязать этот красивый джемпер летний, очень красивой ажурной сеточкой, которая образует у нас вертикальные, что немаловажно, ажурные дорожки. Вы знаете, что все вертикальные узоры зрительно вытягивают фигуру, да, и стройнят ее. Несмотря на то, что вариант, который вы видите перед вами, такой явно молодежный, имеет стиль, я считаю, что данным узором и при таком раскладе, в общем-то, узоров, мы можем позволить себе на любой возраст связать такую красоту летнюю ажурную. Представьте, что внизу у вас топ, а сверху у вас вот такой приятный полупрозрачный ажур, связанный из очень тонкой пряжи. Такая эффектная ажурная сеточка у нас. В основе лежит вязание этого красивого джемпера. Модель у нас это идет с интернет-магазина Shein. Ну, вы знаете, что я люблю разборы этих моделей. У меня очень много таких и зимние варианты, и вот теперь лето пошло. Сегодня мы будем с вами смотреть, как вязать, именно схему разберем узора. Я не делаю полный разбор, то есть у нас не будет в этом сегодняшнем видео расчетов, поскольку модель очень элементарная. Я вам предоставлю, девочки, выкройку и схему узора. И мы сейчас с вами детально, приблизив, рассмотрим, как вязать эту красоту. К тому же у меня есть бесплатный проект, как делать расчеты на любой размер. И те девочки, которые уже со мной давно на канале, прекрасно знают, что посчитать самостоятельно на свой размер по своим меркам элементарно, мои дорогие. Будет ссылочка под видео, как сделать расчет на свой размер. Там такие простейшие элементарные арифметические действия, которые проходят в начальной школе. У меня вот внук уже во 2 классе, он уже это умеет считать. Так, давайте теперь смотрим детально. Вот приближаем нашу моделечку и рассматриваем. Ну, как прежде всего я хотела бы сказать, что в центре у нас идет композиционно, располагается вот такая большая полоса на 7 петлях, 7 лицевых. Можно сделать поуже по желанию. И в 2 стороны у нас идут ажурные узорчики, сочетание ажурной дорожки и лицевых петелек, ажурной дорожки и лицевые петельки. То есть вот такое расположение узора. И с 2 сторон у нас идет много-много сетки. Схему сегодня разберем с вами. Там все очень элементарно. Сеточка вяжется на 2 петельках в ширину раппорт и на 4 рядах в высоту раппорт. Вот такая вот элементарная сеточка. Ну, как вы видите, вырез горловины у нас с вами простой по переду. Он, как всегда, глубже, чем по спинке. У нас идет небольшой такой импровизированный окатик у рукавчика. Ну и спущенное плечо, соответственно. Дальше смотрим, давайте. Ну, здесь вот такие вот у нас вариации идут. Девушка веселая, молодая. Можно рассмотреть, как по боку у нас идет с вами сеточка, видите, да, сеточка по спинке, шовчик идет, все детальки вяжутся, соответственно, снизу вверх, да, и потом все это сшивается, боковые швы, плечевые швы, ну и рукав втачивается, соответственно. И здесь вот у нас объединяется сеточка по бокам, очень красиво, эффектно придумал дизайнер. Не просто сетка, да, а вот такие вот лицевые полосы. Очень хорошо смотрится, прекрасно. Прекрасный дизайн. Я очень довольна. Сегодня я вам порекомендую, девочки, пряжу, которая более тонкая, чем мы обычно с вами использовали. Пряжа дорогая, наверное, но, знаете, для себя любимых ничего не жалко, да, такие вещи вяжутся и потом носятся несколько лет, я знаю по себе, вот, и хотелось бы связать из хорошей, качественной пряжи. Здесь вот явно
такая пряжа. Ну, вообще Шейн в основном из акрила вяжет, но если вы будете использовать ажурное полотно для себя вязать, то я вам сегодня пряжу буду рекомендовать дорогую, вискоза. У нас будет много, там будет вариантов. И хлопок, конечно же. Но здесь вот явно такой вискозовый блеск идет, да, то есть красиво. Представьте, как это будет выглядеть под яркими солнечными лучами. Вообще супер, правда? Цвет, конечно, любой вы выбираете для себя. Давайте посмотрим еще здесь. Вот тоже хорошо. Девочка подняла рукава. Вы видите, что здесь лицевая гладь. То есть там, где вы будете делать скос рукава, просто все прибавленные петельки в лицевую гладь. Ну, я так часто вам рекомендую, мои дорогие, вы знаете, да? Так, ну и вот еще по спиночке давайте посмотрим. Вот то же самое, что и перед. Здесь не вывязывается. Вырез горловины по спинке идет по прямой. Ну, часто так применяют, упрощенный вариант такой, да? Упрощенная классика, я бы так сказала. И спинка полностью продублирована, как и перед. Разница лишь в глубине выреза горловины. Да? У переда он глубокий. Глубину выреза я рекомендую около 8 сантиметров использовать по переду. Так, ну, конечно же, начинается у нас все деталечки с резиночки, как обычно. Резиночка 1 на 1, 2 на 2, любой вариант. И нижняя планка у вас идет по спинке переду, и, конечно же, начинается у рукавчика тоже планка. Обвязка идет тоже резиночкой, отдельно на круговых спицах после того, как осуществляется сборка изделия. То есть все эти элементарные вещи мы с вами уже много раз рассматривали и, вы знаете, проходили, да? Так, ну и еще вот такой у нас вариант фотографии. Давайте тоже рассмотрим. Собственно, это то же самое, что мы уже видели с вами. Полупрозрачный такой вариант, очень легкий, красивый, ненапряжный узор и эффект просто потрясающий, нарядная, красивая, модная вещь, которую вы не купите в магазинах, вы ее свяжете для себя из того цвета, который вы любите, из той пряжи, которую вы цените, мои дорогие, и это будет бесподобная красота. Так, это мы с вами разобрали, да? Так, ну а теперь давайте посмотрим выбор пряжи, который я вам буду сейчас рекомендовать. Ну и затем у нас с вами рассмотрим схему и выкройку. Для вязания этого красивого ажурного джемпера я предлагаю использовать очень качественную, хорошую пряжу Alize Cotton Baby Soft. Это Турция у нас идет. Спицами номер 3,5 вязать полухлопок, видите, 50% хлопок, 50% акрил. Цвет вы выбираете по своему желанию. В 100 грамм 270 метров. У нас, в общем, очень хорошего качества пряжа, знаете, очень напоминает пряжу с вискозовым каким-то составом. Она немножко блестит и, в общем, прекрасно, мягко смотрится в изделии, хорошо, качественно, богато будет выглядеть моделька. В общем, рекомендую эту пряжу. Второй вариант, давайте, девочки, посмотрим. Значит, пряжа от Drops. Вот так выглядит этикеточка. Пряжа у нас с вами, здесь вот даже, видите, расчеты есть, что в 10, значит, как мы с вами привыкли, в 1 сантиметре 2,3 петель, да, и даже по вертикали рекомендуется спицы номер 3,5. Использовать 50 грамм у нас 170 метров и 100% хлопок. Цвет вы тоже, девочки, выбираете, какой вам по желанию. Пряжа тоже будет хорошо смотреться в изделии, богато будет выглядеть качественная пряжа. Следующий вариант от Drops также. Вот такие вот новиночки я хотела бы вам предложить. 100% хлопок тоже тонкая ниточка. Спицы тоже 3,5 по желанию. Цвет вы выбираете, ну вот троечку они рекомендуют. В 10, так, давайте так сразу скажем, в 1 сантиметре 2,4 по горизонтали. Это плотность у нас получается. И в 50 грамм 160 метров.
100% хлопок. Тоже очень хорошего качества ниточка. Вот так выглядит название пряжи. Drops. Не буду читать по-английски. В общем-то, прочитайте самостоятельно, девочки, по этикеточке. Цвета очень богатые, выбор. В общем-то, пряжа шикарная. Следующий вариант, который я обожаю, тоже Yarn Art Baby Cotton. Также полухлопок у нас получается. И в составе, в метраже 50 грамм 165 метров. Спицы также рекомендуется 3,5 или троечка, в зависимости от желания. Вот тут вот, видите, указано 3 миллиметра, в принципе, рекомендовано. Ну, кто любит посвободней, девочки, вот эта пряжа мне очень нравится. Yarn Art Stule, Турция, 50 грамм 185 метров, только троечку будем использовать спицы. У нас хлопок 67% и 33% вискоза. Пряжа прекрасно будет смотреться в модели, очень красиво она блестит таким естественным вискозным шелком, да. И я хочу сказать, что тонкая, нежная, изящная вещь из натурального состава будет просто незаменима в жару. Очень рекомендую вам попробовать эту пряжу. Следующий вариант. Так, Gazal Baby Cotton. Тоже очень похожая пряжа. В принципе, вот на Drops похоже. На Yarn Art Baby Cotton похоже. Смотрите, 50 грамм у нас 165 метров. Спицы будем с вами по рекомендации тоже троечка у нас будет использоваться или 3,5. И по составу это 60% хлопок, 40 акрил. Вот 3-4 спицы рекомендовано. Цвет вы тоже, девочки, выбираете. Качество ниточки у всех отличное. Я вам плохие не предлагаю никогда. Тоже небольшой вискозный такой блеск присутствует. Хорошего качества пряжи. Очень вам, девочки, рекомендую обратить на нее внимание. Следующий вариант. Так, это мы с вами уже прошли. И вот такой еще вариантик. Baby Cotton, 100% египетский хлопок, 50 грамм, 185 метров. Эта пряжа просто идеальна тоже для использования, для вязания каких-то итальянской пряжи. Baby Cotton из Italian коллекции. Так, и натуральный состав 100%. Что тут у нас? Цвета вы, конечно, сами выбираете. В общем, девочки, качество тоже очень хорошее, приятное. Спицы тоже троечка. Вот такие мои рекомендации будут. Вот эту я еще вам не порекомендовала. Сиам, Сакура, я так понимаю. Сейчас. Итак, это итальянская пряжа, произведено в Италии. Так, и давайте посмотрим внимательно, что тут у нас по составу идет. Заказ, российский был заказ, пряжа Сакура, 100% вискоза, в 50 грамм 175 метров, девочки. Вот так она выглядит, просто бесподобно мягкая, нежная, изящная. Спицы, конечно, берем тоненькие, троечку или даже 2,5. Будет просто бесподобный нежный шелк выходить у вас из-под ручек. Тоже попробуйте. Одна из моих тоже рекомендованных. Такая красивая вещь для топа, просто незаменима, идеально будет смотреться. Так, мои дорогие, смотрим теперь схему узора. Девочки, схема узора элементарная. Начинается у нас узор после ажурной сеточки. Вот если сбоку идем, да, ажурная сеточка — это 2 петли, которые вот у меня показаны. То есть 2 петли, ширина раппорта и 4 ряда. То есть накид, 2 вместе лицевой с наклоном получается влево, и в 3-м ряду
Хотела бы подчеркнуть, девочки, что вы можете любое количество лицевой глади ставить между сеточкой, да, то есть здесь можно, в принципе, вообще одну петлю как бы сделать, оставить, не две, а одну, то есть по вашему желанию напрягите свою фантазию, да, то есть воспользуйтесь вот этим своим визуальным воображением. Не 7, допустим, а 5 лицевых. То есть широкая полоса тоже регулируется в зависимости от пряжи и от ваших предпочтений. Ширину полосы можете под себя регулировать. Главный принцип вам понятен, да? То есть вот эти вот рапорты вы повторяете. По центру вы видели, у модельки идет полоса широкая, вот это из 7, там 7, 6, 5, сколько хотите лицевых. Вот, и от нее с двух сторон симметрично зеркалится вот этот узор, вот эта часть, да, то есть вот так вот. И боковые части у нас вяжутся исключительно сеточкой. Вот друг за дружечкой это все повторяется, рапортик вот этот. Так, ну и давайте выкроечку посмотрим. Выкройка. Приблизительно вот так должна выглядеть, девочки, ваша выкройка. То есть у нас здесь имеется небольшой такой импровизированный окат у рукава, а так, в принципе, свободный крой, стиль у нас оверсайз, вы видели, да, и спущенное вот это плечо идет, спуск плеча идет, и рукав такой укороченный получается за счет этого. Скос плеча тоже здесь около 4 сантиметров, 4-5 сантиметров делается высота скоса. Ну, про глубину выреза по переду я тоже говорила. В принципе, вы видели, что у модели по спинке выреза нет, как бы идет просто прямая, да. А глубина выреза рекомендуется вот здесь вот, в частности, у нас 7,5, около 8 сантиметров. Нижняя планка у нас тоже идет 3-4 сантиметра. Планочка идет также нижняя у рукава. Тоже делаете приблизительно такого размера длину планки, и затем идет у нас ажур. То есть модель довольно-таки несложная и довольно красивая, эффектная. Я желаю вам, мои дорогие, удачи, чтобы у вас все связалось, хорошо, правильно рассчиталось. Еще раз напомню, что вам в помощь будет мой видео мастер-класс по расчету. Очень там все подробно я вам рассказываю, прям начиная с самого начала, как начинать, с чего начинается расчет, то есть с ваших мерок, да, то есть ваши индивидуальные мерки. Но, в принципе, стандартные мерки по размерам я тоже, в принципе, показываю и озвучиваю. Так что, мои дорогие, я думаю, вы без труда все это дело сделаете. И, конечно же, начало вашего вязания – это вы пробуете узор на той пряже, из которой будете вязать, и определяете плотность. Отсюда и идет, собственно, весь расчет. Когда вы расчет сделаете горизонтальной и вертикальной плотности, а затем уже у вас идет по данной выкройке, очень можно использовать эту выкройку за основу. Прям так свои размерчики рисуете и рисуете сколько рядов. Очень удобно вязать, когда вяжете, да, вот такую схематичную выкройку обязательно для себя делайте. И там все пометочки по высоте. Да, про вертикальную плотность, девочки, пожалуйста, не забывайте, не игнорируйте ее, чтобы ваша длина изделия была именно такой, какой вы запланировали, а не той, которая получится у вас после стирки, когда ваше полотно полностью вытянется и станет бесформенным. Чтобы этого не произошло, не игнорируйте вертикальную плотность. Но об этом вы еще раз можете прочитать. Кто новичок и первый раз на моем канале, вы можете прочитать в описании. А так у меня в каждом видеопроекте я это всегда повторяла, 100-кратно заостряла внимание. Я думаю, все, кто со мной давно на канале, об этом давно знают. А сейчас до новых встреч, мои дорогие. Ищу для вас новые модели. У меня уже есть в запасе новиночки от брендовых интернет-магазинов. И я думаю, что я скоро вас еще порадую. До свидания, до новых встреч.